клиентка со следующей жалобой. Она перекрасила уже себе один ноготь. Она жалуется на то, что лаковое покрытие, гель-лаковое точнее, часто отваливается и просит ногти дополнительно укрепить. Давайте посмотрим на вторую ножку. Посмотрим расположение пальчика. То есть явно видно, что большой палец находится не в том месте. И, кстати говоря, вот такое положение пальца, знаете, о чем нам говорит? О том, что со временем вот эта косточка будет увеличиваться. Вот это, которое у бабушек бывает. Вот бабушки начинают именно так. То есть из-за узкой обуви, я сейчас покажу эту обувь, из-за узкой обуви у нас пальчик сдвигается ко второму пальцу, хотя должен находиться как бы вот здесь, а другие пальчики должны находиться примерно вот в таком вот положении, да? А мизинчик должен выглянуть из-под безымянного. То есть фактически у вас пальчики все сложились вместе. И, конечно, это для них не анатомично. Также здесь была травма, у вас что было, перелом или какая-то операция, что вы сказали? Колено. Короче, есть такая проблемуля, одна нога вообще оттекла, например, сегодня, потому что были красивые туфельки, да. Вторая ножка, например, для сравнения не имеет такой отечности. Вот. Какой размер ноги у вас? 39. 39, отлично. Смотрите, что сейчас нужно будет сделать. Вам нужно будет вот сюда встать пяточкой, вот туда пяточку вы ставите, прям вот в эту штучку. Так, ать. Все, вторую ножку просто рядом. Угу. Встаем ровно. И сейчас мы посмотрим, какой у вас размер ноги. Размер ноги измеряется по самому длинному пальчику. У нас длиннее здесь получается второй пальчик. Это достаточно частое состояние. И что мы видим? 40,5. Наш размер. Не двигаемся. Я понимаю, что это достаточно забавно. Теперь виновники торжества. Это наши топули. Я пока носочки положу, потому что про них мы тоже поговорим. Тапочки красивые из натуральной. Или не натуральный? Натуральный. Из натуральной чего-то. Размер 40. Ее размер 40,5. Но прикол в том, что на самом деле для комфорта рекомендуется выбирать на полразмера больше. Поэтому рекомендованный размер для вас 41. Ну и, допустим, здесь все очень даже неплохо, на самом деле, с подбором размера, потому что вы не в 38-м пришли, уже вам за это большое спасибо. Но есть такое понятие, как ширина. И нет ничего проще, чем просто вытащить стельку. Вот теперь мы стопомер с вами убираем. И я просто ставлю стельчику, вы должны на стельку встать. Пяточкой, все верно. Вот. Нет, вы перенесите вес, станьте ровно, вторую ногу рядышком поставьте. Да, просто прямо. Ну, как вы думаете? Ну, не надо поджимать пальцы, чего вы меня обманываете? Короче, у нас тут, прям явно видно, да, что большая часть большого пальца у нас лишняя. И то же самое с мизинцем. Именно по этой причине в обуви с ногой происходит вот такое вот действие. А еще она чуть-чуть коротковатая, и, соответственно, это выглядит вот так. Отсюда, по-моему, логичный ответ, да, о том, что ногти скалываются и отколупываются по одной простой причине, они тупо туда не помещаются. Для наглядности убираем стельку. Подожди, не ужас, Руслана, вы такая не первая. Ставим вашу топулю сюда, вот эту ножку чуть подвесим. Вот, и встаньте, пожалуйста, сверху на тапочку на свою, прям ногой. То есть пяточкой вы пойдете, а здесь просто сверху. Это тоже вам, чтобы посмотреть, вот видите, сколько, да, вам хочется их собрать. Понятно, да, почему размер немножко нам не подходит? Не то чтобы супер критично, но это достаточно для того, чтобы вот они вот запихиваются, вот здесь точно всегда будет откалываться, вот он и гнется, поэтому этот палец будет уходить, в итоге тут отрастет косточка, потому что ноге неудобно, она стабилизируется, так она растит себе еще один палец, потому что, вы говорите, вот этот ушел. Элементарно, правда? Но большинство людей, к сожалению, просто живут в этом состоянии, и для них это норма, понимаете? То есть, нас воспитали так. Следующий аттракцион. Моя любимая. У всех такие носки. Слушайте, грязные носки. Я сейчас сниму, у меня будут такие же, потому что вы ногами вообще-то ходите, да, наверное? Поэтому в этом нет ничего страшного. Я вас сейчас посажу. Все, ножку нашу видно. Кстати, реально, да, вот это. Прям это так больно. У меня очень болят от отеков ноги. Смотрите, мы прикладываем наш носочек. И что же получается? Пальцы не лезут в носок. Кажется абсурдным, да, но поверьте мне, для того, чтобы натянуть этот носок на пальцы, нужно придать натяжение. Соответственно, этот носок тоже пальчики нам будет собирать. Это, знаете, это как туфли примерять в магазине на капроновые колготки. И даем натяжение. То есть уже можно наблюдать, что пальчики у нас собираются. Это сначала носок, потом это будет ваш прекрасный тапок, а потом вы приходите и говорите, что вам хочется укрепить ноготочки. Здесь тоже мы прекрасно можем наблюдать. Какая-то мозолька была, уже вроде как отошла. Мизинчик, который заходит вовнутрь. А вы знаете, что, кстати, вот у бабушек, у которых сильная деформация,
Они же до этого были девушками, как мы, а потом они становятся бабушками. Так вот, когда некоторые пальчики, например, уходят вовнутрь разными способами, какие-то там уходят, какие-то нет, ну, короче, там нарушается кровообращение, и пальчик не может больше питаться, поэтому пальчик ампутируют. Такая вот. Ну, то есть это происходит вот так. То есть начинается всего лишь, ну, если наши бабушки, сами понимаете, у них вообще не было вариантов, но, слава богу, в наше время действительно есть все. Я вам сейчас обязательно расскажу, где можно купить обувь удобную. Вы офигеете, как это классно. Вот, короче, вот такой вот случай, который, наверное, случался с многими из вас, я хотела осветить именно сегодня, потому что, ну, это распространенная проблема, то есть, видите, вот даже уже в расслабленном состоянии у нее один палец чуть уходит вниз, этот чуть вверх, этот спрятался, и большой ушел вообще туда вовнутрь. То есть, не анатомическое состояние, то есть, не анатомическое расположение пальцев уже имеется. На данный момент особо исправить это не получится, но можно разгрузить ногу и сделать так, чтобы не стало хуже, и было и отеков меньше, в дальнейшем проблем вообще с кровообращением, и с венами на ногах. А еще, когда плохое кровообращение, ну вот это вот сдавливание, да, то больше риск присоединения какой-либо инфекции, ну или грибочками там, например, да, заразиться, потому что местно снижается иммунитет. Такая вот история у нас приключилась. Всем вам спасибо за просмотр, да, и за пояснение. Прекрасно.